Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем печь итальянские пасхальные хлебцы. И помимо хлебцов я покажу вам, как еще по традиции в нашей местности пекут детишкам человечка с яйцом в животике. Такая милая традиция, что я решила поделиться ею и с вами. Может, и вы воспользуетесь этой идеей. Ну а сейчас пойдемте готовить вместе. И для этого рецепта нам понадобится 3 яйца, 1 столовая ложка с горкой соли, 1 стакан растительного масла, 1 стакан молока, 1 стакан белого вина, 50 грамм дрожжей, 4-5 граммов корицы, 2 пакетика ванильного сахара, сок 1 лимона, сок 1 апельсина, цедра 1 лимона, цедра 1 апельсина и мука. И прежде чем приступить к тесту, я натру цедру 1 апельсина. И сразу выжму из него сок. Теперь натру цедру 1 лимона. И сразу выжму сок лимона. Сок лимона и апельсина мы выжали, а сейчас приступим к тесту. Беру стакан теплого молока и растворяю дрожжи. Молоко не должно быть горячим, а теплым. А все остальные ингредиенты должны быть комнатной температуры. Добавляю соль. И теперь разбиваю туда яйца. Хорошенько перемешиваю. Затем добавляю вино, ванильный сахар и сок лимона и апельсина. Сразу добавлю и корицу и хорошенько все перемешиваю. Затем добавляю растительное масло, но не все. Остальное добавлю при замешивании теста. И добавляю цедру апельсина и лимона. Хорошенько все перемешиваю и затем постепенно добавляю муку. В конце я тесто замешиваю руками. И на этом этапе я добавляю остальное растительное масло. Затем присыпаю стол мукой и вымешиваю еще немного на столе. Стараемся тесто не забивать сильно мукой. Вот такое тесто у нас должно получиться. Видите, какое оно? А теперь убираем в сторону кусочек теста, из которого будем формировать человечка. А остальное тесто я делю на 4 части. Вы можете делить как хотите, от этого будет зависеть размер ваших хлебцов. Затем придаю им круглую форму и убираю в форму для выпекания. И оставляю примерно на час до поднятия. Все зависит от температуры на вашей кухне. Чтобы они не прилипли друг к дружке, я их выкладываю по отдельности. Накрываю их и пусть поднимаются, а мы будем лепить человечка. Беру крупный кусочек теста и формирую овал, это будет туловище. Затем из кусочка теста формирую шарик, это будет голова. Затем вылепим ему ручки и ножки.
А теперь давайте сделаем ему что-то типа прически. Добавим глазки. А теперь ротик. Видите, что у нас получилось? А теперь берем вареное яйцо и вдавливаем ему в животик. И обычно его закрепляют 2 полосочками, выкладывая крест-накрест. Вы можете их готовить и с вашими детишками, я думаю, им понравится. И еще давайте добавлю ему пуговки. А теперь сделаю несколько надрезов, чтобы было понятно, что это волосы. И зубочисткой сделаем ему зрачки. Ну вот и все, вот что у нас получилось. А теперь вместе с пергаментной бумагой перекладываю в форму для выпекания. Накрываю, и пусть тесто подымается. Пока наш человечек отдыхает, я выпекаю хлебцы. Духовку предварительно разогреваю на 220 градусов и выпекаю до румяности. Вот и готово. Как только достаете из духовки, слегка пройдитесь мокрым бумажным полотенцем. И так выпекаю и все остальные. Можете их сделать покрупнее, так получится намного быстрее. Видите, как они хорошо пропеклись и снизу, и сверху? А теперь перейдем к нашему человечку. Прошло время, тесто поднялось, смотрите, как он у нас поправился. И теперь можно отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 220 градусов и выпекаю до румяности. Ну вот и готово. Также прохожусь слегка мокрым бумажным полотенцем. И вот такое чудо у нас получилось. Он так поправился, что даже волос уже не видно. Детишки всегда в восторге. У меня сын уже взрослый, но все равно ему приятно, когда я ему его готовлю. И вот такую пасхальную выпечку мы с вами сегодня приготовили. Рада была поделиться с вами этой милой итальянской традицией. Как вы поняли, это не сладкая выпечка, и итальянцы с этими хлебцами едят различные мясные нарезки или в прикуску с шоколадным пасхальным яйцом. А я люблю намазывать и есть с вареньем. Давайте разрежем и посмотрим, какой он внутри. Смотрите, хорошо пропекся и такой мягенький. А какой аромат! Чувствуется аромат корицы. Если вам понравился рецепт, ставьте пальчики вверх и пишите комментарии. Очень приятно получать обратную связь. Ну и подписывайтесь на мой канал, буду рада новым гостям. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи!